Китай 999. А вот следующий слайд, друзья, здесь мы уже будем сравнивать. Табличка поменялась только внизу, видите? Все остальное вы можете, ну, как бы посмотреть. Это колебательные процессы, а внизу уже тренды или тенденции длиной в 1 год. Почему я говорил, не бросайте в меня помидоры испорченные, и огурцы и все остальное. Вот в годовом измерении жилая недвижимость, в общем-то, прифронтового региона показала нам динамику роста почти 2%. Давайте посмотрим. Опять же, на примере класса социальное жилье. За год город Харьков на 3,73% подорожало социальное жилье. Индекс положительный. Единичка 0,37. Безумие, друзья. Все 12 месяцев говорю об этом, что это необоснованный рост. Полтава. Выросла стоимость квадратного метра на 2,28%. Город Полтава, здесь я могу объяснить, потому что все-таки я так предполагаю, что мигранты переезжают и так или иначе влияют на рынок. Город Чернигов, безумие, рост в течение года почти 3%, 2,95%. Индекс положительный, единичка 0,30. Ну и город Сумы, снижение, единственный город, который за год показал нам динамику снижения, минус 2,16%. Индекс отрицательный 0,978. Итого получилось рост почти в 2% в целом. Среднерепетийское число вы уже знаете, как считается, да? 527, сравнивая вот с тем, что было в декабре 2024 года, 517, видим рост на 1,84%, почти на 2%. То есть, ну вот это безумие, да, ну цифры, в общем-то, показывают, что действительно стоимость незначительно подросла. А теперь, друзья, давайте я вам прежде чем перейти к прогнозам, то есть мы подвели итоги, это понятно, я вот сейчас поищу, я подготовил где-то такой слайдик, сейчас одну секунду. Да, вот этот слайд. Не смотрите на вот эти данные, которые здесь, это серпень. Я просто взял скриншот, сделал и хочу показать вам географическое расположение Черниговской области, города Чернигова, который показывает нам динамику роста почти 3% в годовом измерении. Я очень хорошо знаю Черниговскую область. Чернигов, я лет, наверное, 10 прожил в городе Славутичи, то есть ну, друзей много, в общем, знаю хорошо местность эту. Итак, давайте начнем с расстояния. Во-первых, вы видите какой такой, как выступ, да, или как полуостров, который уходит на территорию Брянской области, Российской Федерации. С одной стороны Белоруссия, с другой стороны Брянская область. От границы, вот здесь крайняя точка, до Чернигова 80, где-то 3 километра. От крайней точки, там где-то переход был когда-то до войны. Дальше. От города Чернигова до города Киева 144 километра. Итак, 144 плюс 80, получается там 220 где-то километров. Это от границы с Брянской областью до города Киева. Почему в первые дни войны войска Российской Федерации стояли вот буквально под Киевом, город Бровары, активные были обстрелы. Вот тогда, кстати, сейчас Кличко говорит, что 600 тысяч уехало людей, да, а вот в первые дни город Киев был весь практически уехали. Вот один из немногих я остался. Не потому, что, так сказать, это самое, как оно называется, а потому что понимал, что куда бежать. За границу не выпустят. Вот дождался 60 лет, когда стало возможно выехать. Естественно, собрал чемодан, как мне говорили друзья, товарищи. Чемодан, вокзал, куда там, Польша, да. Ну, я поехал дальше. Поэтому 200 километров до города Киева. Самый кратчайший путь до столицы Украины. Теперь вот этот выступ, смотрите. Крайняя вот здесь точка граничит с Беларусью. Это село Неданчичи. У моей тещи там была дача, как сейчас помню. Следующий выступ, вот здесь крайняя точка Бояра Лежачи, это с украинской стороны. Здесь уже, наверное, с Курской областью граничит, я так предполагаю. Здесь расстояние тоже 286 километров. Почему я детально вам показываю на километры? Так вот, на сегодняшний день с этого такого полуострова наибольше всего
показывают, запускают в сторону Российской Федерации, значит, вот эти девайсы летающие и прочее, прочее. Ну, вглубь, так сказать, Российской Федерации почти на там 200 километров, ну не 200, там 100 километров. Поэтому, но при этом, при всем, идет везде наступление Сумы, Харьковская область, а вот Черниговская область как-то вообще спокойно-спокойно, и люди там себе фантазируют, стоимость квадратного метра растет. И вот смотрите, что происходит. Сейчас убивает, выносят всю энергетику, то есть люди также сидят, как в Киеве, по несколько дней без света, без воды, без тепла, естественно, да. То есть я предполагаю, что там Северная армия формируется, один из участков, который вот в этом году, ну, может быть, не в феврале, но в конце года точно будут активные боевые действия именно по этому направлению. Ну, география говорит сама за себя. Не надо тут быть военным экспертом, это очевидные вещи. Поэтому, друзья, в городе Чернигове, кто меня смотрит, у меня там много знакомых, 2026 год будет очень сложный год, очень сложный, реально очень сложный. Поэтому действительно, кто может уехать уже возрастной, лучше, наверное, бы уехать, если есть возможность. Ну, опять же, у людей денег банально нету, да, дожились до того, что на пенсию. Если бы я на пенсию свою, так сказать, жил бы, так я и за Киев не выехал бы, потому что, ну, это нереально за те деньги, да, куда-то выехать. Поэтому все тут вопрос упирается в возможности, но предстоит, в общем-то, очень сложный год, и это направление, мне кажется, там очень сильно попадет под раздачу. Итак, друзья, теперь закрываю пока слайдов, и мы что, как я обещал, о прогнозах. Я предполагаю, что все-таки с января месяца мы будем видеть, ну вы на примере Харькова уже увидели, на почти там 1% снижения стоимости увидели, сравнивая с ноября с декабрем. То есть вот теперь динамика снижения для меня очевидно будет по нарастающей, в месяц где-то по 1% мы будем видеть по всему северо-восточному региону. То есть это и по Сумам, и по Харькову, и по Чернигову, я даже не сомневаюсь, и по городу Полтава. Поэтому первый квартал 2026 года мы увидим снижение в целом где-то порядка 3% по жилой недвижимости. Друзья, ну время пройдет быстро. Я записываю в январе месяце, то есть февраль, март, что-то 2 месяца осталось. Запишу такое же видео, я записываю ежемесячные обзоры, и мы порассуждаем, насколько прав был я или не прав. А пока, друзья, подпишитесь на мой канал для того, чтобы быть в курсе событий. И помните, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.